теплый сентябрьский полдень в небольшой деревне. Пожилая женщина вышла из дома и с огорчением покачала головой, оглядывая заросший бурьяном двор. Трава уже выросла ей по пояс, только узкая тропинка до калитки. А все сил нет скосить. Как же тяжело жить одной. Ни на что рук не хватает. Клавдия решила навести порядок. Взяла серп и стала косить жесткий бурьян. Женщина изрядно устала. Спина ноет, да и руки просят отдыха. Клавдия Ивановна окинула взглядом оставшийся участок и решила доделать работу. Не бросать же на полдороги. Тетя Клава, давайте, я вам помогу, предлагает ей незнакомый мальчик лет 11. Он проходил мимо из школы. За плечами виднеется ранец. «Не надо, я сама справлюсь», — отвечает Клавдия Ивановна и удивленно смотрит на мальчика. «А ты чей будешь? Что-то я тебя не узнаю». «Я из соседней деревни Лесное», — отвечает он, махнув рукой в том направлении. Дальше через их деревню шла дорога в следующую деревню. «Я прошлый раз слышал, как вас почтальонка называла», — поясняет он. «Вот я и запомнил. А меня Толиком зовут. Ты, Толик, иди домой, а то мама, наверное, ждет». «Волноваться будет», — говорит Клавдия. «Неа», — мотает головой мальчик. «Мамы до вечера дома нет. Она на работе», — отвечает Толик, снимая рюкзак. Он взял серп и принялся за работу. Клавдия Ивановна вернулась в дом. Решила сварить компот из чернослива и угостить своего помощника. В холодильнике оставался кусок вчерашнего пирога. Как только чайник закипел, она вышла на крыльцо и позвала мальчика в дом. С этого дня началась ее дружба с мальчиком Толей. Он всякий раз, возвращаясь из школы, заходил к тете Клаве и помогал ей по хозяйству, а она угощала его стряпнёй. Они подолгу разговаривали о деревне, о жизни. Однажды мальчик пришел грустный и молчаливый. Клавдия Ивановна поставила перед ним его любимый пирог, но Толя к нему не притронулся. «Что-то случилось?» – обеспокоенно спрашивает пожилая женщина. «В школе проблемы». Он молча покачал головой и тяжело вздохнул. «Да, но я не хочу об этом говорить», – помолчав, ответил Толя. «Я же твой друг. Рассказывай», – толкает его в плечо Клавдия и садится рядом. «Мой папа умер 3 года назад. Сейчас у мамы другой муж», – начал он. «Его зовут Иван. Они с мамой живут уже с весны. К нам в класс в этом году пришел новый мальчик Андрей Сорокин. А сегодня я увидел его с Иваном. Андрюшка сказал, что это его папа», – рассказал он и вопросительно посмотрел на Клавдию Ивановну. «Так, здесь нет ничего плохого», – поясняет она, выдвигая свое предположение. «Может, твой отчим был раньше женат на маме Андрея? Еще до свадьбы с твоей мамой. Такое вполне возможно». «Нет», – мотает головой Толик. «В том-то и дело, что нет. Я узнал у Андрея, что его отец не разводился с его мамой. Он как жил, так и живет с ними». «Ничего не понимаю», – удивляется Клавдия. «Я совсем запуталась. Ведь он женился на твоей маме. Как такое возможно? Я сам не знаю, как это может быть. И вот думаю, говорить об этом маме или нет», – растерянно вздыхает Толя. «Мама расстроится». «Так», – размышляет вслух Клавдия. «Но сказать надо. Она не должна жить во лжи. Давай я с ней поговорю», – предложила Клавдия. «Хорошо». Толя привел Клавдию Ивановну к себе домой. Ивана как раз не было. Их встретила Виктория. «Здравствуйте», – приветствует Клавдию мать. «Вы из школы?» «Нет». «Я друг вашего сына», – говорит женщина. «Меня зовут Клавдия Ивановна. Мне надо с вами серьезно поговорить». Она рассказала Виктории то, что узнал Толя о ее муже Иване. «Одного не пойму», – удивляется Клавдия,
заканчивая свой рассказ. «Как вы могли зарегистрировать брак, если он женат? Не понимаю. Это я то ли так сказала, что мы поженились», признается женщина. «Он не знает, что мы официально не женаты. Иван был против женитьбы. Говорил, что это формальность. Я предлагала ему оформить отношения. И не раз. Теперь понятно, почему он отказывался. Он женат. Но как вы не замечали его отсутствие?» спрашивает Клавдия. «Ведь он жил на 2 семьи. Он постоянно уезжал в командировки», произнесла Виктория и расплакалась. «Какая я дура». Клавдия встала и собралась уйти домой. «Подождите, я хочу при вас поговорить с Иваном. Боюсь его реакции», остановила ее Виктория. «Он такой вспыльчивый». Когда мужчина вернулся, Виктория с порога сказала ему, что все знает о его жене. «Ты следила за мной». Возмущенно закричал он и замахнулся на нее, чтобы ударить. Клавдия бросилась между ними. Гневный, разъяренный мужчина обрушил свой удар в висок пожилой женщине. Она упала без чувств. «Ты что наделал?» – испугалась Виктория. «А если убил ее?» Иван попятился к порогу, но Клавдия пошевелилась, пытаясь подняться. «Убирайся отсюда и забудь к нам дорогу, иначе я все расскажу твоей жене», закричала Виктория, обращаясь к Ивану. Тот быстро покинул дом. «Вы как?» – беспокоится Виктория. «Немного голова гудит. Пройдет», – отмахнулась она и села. На шум прибежал из своей комнаты Толик. «Может, скорую помощь вызвать, тетя Клава?» – предлагает он. «Нет, не надо», – отвечает она и спрашивает. «Можно я немного полежу у вас, а потом пойду домой? Боюсь, сейчас я просто упаду по дороге». На этом можно бы и закончить историю Ивана Сорокина, но она имеет продолжение. Зимой рано утром, подметая крыльцо дома, Клавдия Ивановна случайно заметила, как из соседнего дома, напротив, через дорогу вышел мужчина. Это дом почтальонки Вари и ее дочки Любы, что в этом году закончила школу. Других мужчин в их семье нет. Клавдия Ивановна присмотрелась и узнала в этом скрывающем лицо и крадущемся тайком от дома мужчине Ивана Сорокина. Женщина всплеснула руками и возмутилась. Да что же это такое? Такой молодой девчонке голову морочит, а сам женат. Непорядок. В этот же день она пришла к соседям и все рассказала о хитростях Ивана. Любаша рыдала и уверяла, что у них любовь, и он обещал на ней жениться. Но в следующий раз, когда Иван пришел к ним в дом, его встретила мать девушки, Варвара, и потребовала объяснений. Иван юлил и оправдывался, говорит, что регистрация – это только формальность, а любит он Любочку. Мать выгнала его со двора. Иван понял, кто помешал его отношениям с девушкой. К тому же жена узнала про его похождения и подала на развод. Он на Клавдию затаил злобу. Возвращаясь вечером от соседей, Клавдия Ивановна встретила на узкой тропинке посреди сугробов Ивана. Он ее поджидал. По его разъяренному виду она поняла, что он настроен враждебно. Женщина развернулась и побежала обратно, но он быстро ее догнал. Избитую и полураздетую пожилую женщину он бросил на пустыре за домами. Он не поленился и стащил с нее старые подшитые валенки и забросил их в сугроб. Клавдию нашли только утром. Ребятишки шли в школу и заметили тело. Клавдию доставили в местную больницу с тяжелыми обморожениями. Ей ампутировали ноги. Придя в себя после операции, она назвала имя того, кто на нее напал. Сорокина арестовали, но Клавдия Ивановна скончалась в больнице. Она вывела на чистую воду мошенника, но сама погибла.